кожу. В общем, эффект 2 в одной маске. Присмотритесь к этой масочке внимательно. Маску нужно держать 20 минут. После того, как прошло 20 минут, момент, когда вы будете смывать эту масочку, смывайте не просто ополоснув водой, а смочив руки в теплой воде. Таким же способом повторно пройдитесь именно вот этими скрабирующими движениями. Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. И сегодня вы узнаете рецепт сильно действующей, очень эффективной маски для омоложения даже самой дряблой кожи. Вы узнаете рецепт приготовления, вы узнаете, как правильно ее наносить. И, конечно, мои дорогие друзья, вы увидите результат и эффект от этой великолепной маски. Видео будет полезным, видео будет информативным, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! Мои дорогие друзья, сегодня я вас приглашаю вместе со мной сделать очень эффективную маску. Маска не просто маска, а маска-скраб. Я знаю, что вы, мои дорогие зрители, очень любите сочетание двух процедур в одном компоненте. И эта вот маска как раз из той серии, когда с помощью одного состава можно сделать как скраб, так и великолепную маску. Эта маска подходит для всех типов кожи. Эта маска идеально подходит для шеи и зоны декольте. Эта маска очень хорошо разглаживает даже самые застаревшие морщины. Состав этой маски очень простой, поэтому давайте приступим, и я покажу, как сделать эту маску. И давайте приступим к приготовлению этой шикарнейшей маски. Для этой маски нам понадобится ложка овсяных хлопьев, заваренных молоком. Я заварила их заранее. Хлопья не перемалывала, обычные овсяные хлопья. Ложку залила 2-3 ложками молока, чтобы овсянка настоялась и приняла вот такой вот густой вид. Следующее, для этой масочки нам понадобится ложка меда. Я рекомендую вам делать эту маску именно вот в той последовательности, которую вам показываю. Это самый эффективный, это самый простой, самый легкий способ приготовления масочки. Одну вот такую ложку меда добавляю. И для этой маски нам понадобится молоко, либо сливки. Я добавляю сливки. Очень важно, чтобы сливки были теплыми, не из холодильника, не холодными, а именно вот тепленькими такими. Примерно тоже ложку этих сливок. Если есть топленое молоко, тоже идеально подойдет. И все это хорошо размешиваю. Очень важно, добавляя каждый компонент, размешивать тщательно, чтобы получалась однородная масса. В эту масочку затем я добавляю глицерин, 3 капельки. Не забывайте, что глицерин в чистом виде использовать нельзя, а в масках это продукт просто великолепно смягчает кожу, увлажняет кожу. После того, как глицерин добавила, все это хорошо перемешиваю. И самым главным компонентом в этой маске выступает кофе, кофейная гуща, либо спитый кофе, как его называют. Я собираю кофейную гущу, я ее не выбрасываю. Это великолепный продукт для того, чтобы сделать пилинг, для того, чтобы ухаживать за волосами. И 2 ложки этой кофейной гущи добавляю в эту масочку. У меня получилась с горкой 1. Если без горки, то 2 ложки. И все это хорошо перемешиваю. Получается маска скраб. Эта маска подходит для всех типов кожи. Когда я говорила, что кофейная гуща не совсем идеальный выбор в качестве скраба для жирной кожи, но в сочетании вот с этими продуктами, мед, овсянка, сливки и глицерин, эта маска идеально будет работать. Так что вот такой шикарный скраб сегодня сделали. Этот скраб хорошо работает и на коже шеи, на коже зоны декольте. Если у вас есть ороговевшие участки, локоточки, руки, тоже можно в качестве маски нанести и на эти
участки кожи и оставить в качестве масочки. Ну все, мои дорогие друзья, давайте приступим к нанесению. Досмотрите до конца, потому что процесс нанесения, процесс применения, то, сколько держать, как наносить и какие нюансы в каждой из масочки присутствуют, нужно учитывать. Поэтому смотрите до конца и давайте приступим к нанесению. И, мои дорогие друзья, давайте приступим к нанесению. Конечно, это очень важный этап применения маски для того, чтобы получить наилучший эффект, наилучший результат. Конечно, начинать с нанесения маски нужно, конечно, с тщательного очищения кожи. Если у вас есть возможность распарить кожу, если у вас есть возможность разогреть кожу, то нужно обязательно это сделать. Можно эту маску делать на просто умытое, очищенное лицо, но, тем не менее, перед каждой масочкой, перед каждой процедурой я рекомендую протирать кожу лица пероксидом, либо перекисью водорода 3%. Для того, чтобы подготовить кожу к маске, для того, чтобы дополнительно очистить и обеззараживать кожу. И приступаю к нанесению маски. Эту масочку лучше всего наносить пальчиками. И в момент нанесения делать легкое скрабирование, легкое разминание ороговевшего слоя, потому что именно в процессе скрабирования происходит наибольшее пополнение кожи теми питательными компонентами. Начинаю наносить эту масочку я со лба. Вот таким способом наношу сразу круговыми движениями, как бы втирая поверхность кожи. Не забывайте, что домашние маски в идеальном варианте наносятся в несколько этапов. Вот тот тонкий слой, который я сейчас нанесла, это первый слой маски. Конечно, будет и второй. Поэтому не наношу я сразу толстым слоем, а именно вот таким образом, разминая, растирая кожу, я наношу легкий первый слой. Также и нанос наносим. Если у вас есть какие-то глубокие морщины, застаревшие какие-то заломы, эта маска идеально разглаживает именно и эти морщины. В состав входит и овсянка, тем более овсяные хлопья не перемолотые. Они вот в таком чистом виде. Они также несут легкий скрабирующий эффект. Мало того, кофе скрабирует, да, кожу, но еще, как сказать, второй слой скрабирования — это овсяное скрабирование со сливками. Идеальный вариант. И, как вы заметили, я уже начала второй слой наносить этого пилинга. Более толстым слоем это наношу. И вот таким способом, продвигаясь по кожным линиям, круговыми движениями. Если у вас есть глубокие морщины на лбу, межбровка, особое внимание уделяйте именно этим участкам лица. Я рассказывала о том, как убрать межбровную морщину и морщину на лбу. Кто, девчонки, еще не посмотрел, посмотрите, видео шикарное. И тот способ именно разглаживания морщин, он просто идеально работает. И вот таким образом, продвигаясь, протираю. После того, как я нанесу этот пилинг на всю кожу, я дам впитаться. Конечно, в момент, когда вы проскрабировали немножко вот так свою кожу, и ороговевший слой отошел, и на поверхность вышли молодые клетки, новые клеточки, они в этот самый момент и получат то питание, которое содержит в своем составе мед, сливки, овсянка, глицерин хорошо размягчит кожу. В общем, эффект 2 в одной маске. Присмотритесь к этой масочке внимательно. Маску нужно держать 20 минут. После того, как прошло 20 минут, момент, когда вы будете смывать эту масочку, смывайте не просто ополоснув водой, а смочив руки в теплой воде. Таким же способом повторно пройдитесь именно вот этими скрабирующими движениями по всей поверхности кожи. Маска великолепная, маска шикарная. Напишите о своих впечатлениях и давайте встретимся через 20 минут и посмотрим на тот эффект.
Мои дорогие друзья, прошло 20 минут, маску с кожи лица я смыла. Маска эта смывается очень хорошо. И есть великолепные эффекты, великолепное ощущение очень чистой кожи, которую я отшкурила до скрипа. Кожа сияет, кожа сверкает. Невероятное просто впечатление. Напишите, пожалуйста, о своем впечатлении вы по поводу этой маски. Напишите, понравилась ли вам эта маска. Напишите, какие еще маски из видео на моем канале вы уже сделали, какая маска вам подошла, какая не подошла, это нормально, но я рассказываю о самых лучших масок из своего арсенала ухода за кожей лица в домашних условиях. Поделитесь, пожалуйста, этим видео со своими друзьями, подружками, чтобы как можно больше женщин становились красивыми и радовались жизни. Я надеюсь, мои дорогие друзья, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.